Плющенко и Трусовой нужен шанс доказать, что они хотят. Также в этом выпуске, почему Мишин сорвал переход талантливой фигуристки к Тутберидзе. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а теперь к новостям. Тренер Евгений Плющенко нуждается в шансе, чтобы доказать то, чего он хочет добиться вместе с фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной, заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. «Столько всего говорят о них, не хочу подливать масло в огонь», сказала Гончаренко о форме Трусовой и Косторной перед чемпионатом России. «Очень много делается сейчас выводов, то в одну сторону, то в другую. Надо подождать. Отметили позитивные моменты, негативные, а теперь просто надо подождать и дать шанс людям что-то сделать. Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру Плющенко доказать и рассказать на льду, что они хотят. Скоро чемпионат России, ключевой момент, на котором все будет ясно», подчеркнула специалист. «Это основной старт сезона, к которому спортсмен должен быть готов». Почему Мишин сорвал переход талантливой фигуристки к Тутберидзе? Ласко побеждала Загитову и прыгала четверные. Но ее карьеру сломал тайный просмотр у Этери Тутберидзе. Только за последнее время Россия дала миру множество блестящих чемпионок. Но подавляющему большинству фигуристок долгие годы упорных тренировок не приносят ни титулов, ни славы, ни денег. Причем далеко не всегда прийти к успеху мешает отсутствие таланта или проблемы со здоровьем. Алиса Ласко считалась одной из самых перспективных юниорок России, с легкостью обходила на соревнованиях Алину Загитову и поражала судей артистизмом. А ее вращения и по сей день считаются эталонными. У Этери Тутберидзе такая фигуристка почти наверняка превратилась бы в большую чемпионку. Но Алексей Мишин сделал все, чтобы переход перспективной девочки в «Хрустальный» сорвался. С того момента Алису преследовали неудачи, и вместо кумира юных фигуристок она стала примером того, к чему могут привести сомнительные решения взрослых. Как тайный просмотр у Этери сломал карьеру талантливой фигуристки? По стопам Загитовой. Свои первые шаги в фигурном катании Алиса Ласко делала в Ижевске. Она занималась в группе с Алиной Загитовой, и во многом превосходила будущую чемпионку. У нас в группе были 3 перспективные фигуристки. Я, Алина и еще одна девочка. И мы с этой девочкой Алину все время обгоняли. Я счастлива, что у нее все получилось. Это результат больших усилий самой Алины и всей ее семьи, рассказывала Ласко. От природы у девочки был крепкий вестибулярный аппарат, который позволял ей выполнять самые сложные вращения на высокой скорости и с отличной центровкой. Именно на это и обратил внимание опытный Мишин. Девочке было 10, когда великий тренер, воспитавший олимпийских чемпионов Урманова, Плющенко и Ягудина, пригласил ее тренироваться в Санкт-Петербурге. Перейдя в школу Алексея Николаевича, Алиса постепенно развила свои навыки и начала побеждать. В сезоне 2015-2016 она завоевала 3 золота на международных соревнованиях, а через год стала 3-й на дебютном этапе юниорского гран-при в Чехии, уступив только Рике Кихири и Анастасии Губановой. Легкое пластичное катание, прекрасное чувство музыки и идеальная презентация нестандартных программ должны были обеспечить юной спортсменке успех. Однако скоро прогресс замедлился. Каскады с тулупами никак не хотели поддаваться, а ребро на лутсе оставалось неверным. Алиса чувствовала, что нуждается в кардинальных переменах, а после того, как ее без объяснения причины не взяли на сбор группы Мишина во Франции, решила пойти по стопам подруги и попытать удачи в Москве у Тутберидзе. Несостоявшийся побег к Тутберидзе. В «Хрустальном» Алиса столкнулась с жесткой системой тренировок Этери Георгиевны, которая с раннего детства приучает своих спортсменов к тяжелому труду. По словам Ласко, в Питере фигуристам было позволено самостоятельно контролировать частотность и продолжительность своих занятий. Сама Алиса, например, перед соревнованиями предпочитала кататься всего по полчаса, оттачивая отдельные элементы. В Москве такой фокус не прошел бы. Тут спортсмены за одну тренировку могут выдать 5-7 чистых целых прокатов. На лед может выйти фигурист даже со сломанной рукой. Алиса своими глазами видела, как Аня Щербакова,
получившая травму, тренировала дорожки и некоторые вращения. Тем не менее Ласко была готова к таким нагрузкам и мечтала о сотрудничестве с Тутберидзе. Этери Георгиевна разрешила девочке остаться на просмотр, но полноценно стать ученицей Хрустального ей так и не удалось. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга отказала спортсменке в переходе, а все усилия отца Алисы оказались напрасными. Ей пришлось вернуться в звездный лед, но рассчитывать на нормализацию ситуации было трудно. Ласко считала, что сможет добиться большего в Москве, а Мишин затаил на подопечную обиду за тайный просмотр у Тутберидзе. До Алексея Николаевича дошли слухи, что я хочу снова уйти к Тутберидзе. И он, скажем так, рекомендовал всем тренерам звездного льда меня не брать. Об этом я узнала от Алины Юрьевны Писаренко, которая на свой страх и риск все-таки взялась меня тренировать. Наверное, он решил, что если я один раз попыталась уйти к Тутберидзе, никому не сказав, смогу сделать это еще раз, поэтому поверил слухам. Он действовал в своих интересах. Зачем держать ученика, который тебя, возможно, скоро бросит и уйдет к другому тренеру, говорила фигуристка в интервью. Неудачный опыт в танцах. В группе Писаренко перед Алисой вновь замаячили хорошие карьерные перспективы. Алина Юрьевна помогла ученице исправить неверное ребро на Утсе, Ласко запрыгала фирменный каскад Загитова из тройных Лутца и Ридбергера, а также разучивала тройной аксель и четверной сальхов. Казалось, Алисе наконец удалось отпустить ситуацию с несостоявшимся переходом к Тутберидзе и прервать затянувшийся застой, но тут произошла травма. После долгого восстановления фигуристка приняла предложение олимпийской чемпионки Елены Ильиных и попробовала себя в танцах в паре с призером чемпионата России и среди одиночников Адьяном Питкеевым. Дуэт выглядел перспективным, но в силу обстоятельств остался без тренеров и спонсоров. Впоследствии Ласко сожалела, что не посвятила это время тренировкам у Писаренко. Возможность реализовать свой потенциал в одиночном катании была упущена безвозвратно. Травма, восстановление, недопонимание с федерацией, опять же из-за ситуации с Мишиным. Плюс моя попытка перейти в танцы, там у меня тоже не особо получилось. Пару недель просто семьей сидели и думали, что делать дальше. Вся жизнь положена на фигурное катание. Бросили учебу ради него, я 4 года не училась вообще. И что теперь? Как жить? Рассказывала Алиса о причинах завершения карьеры. 17-летний тренер. Ситуация с Алексеем Мишиным психологически подкосила Алису. Теперь она постоянно думала, что все могло сложиться иначе, перейди она все-таки к Тутберидзе. Однако сейчас Ласко не держит на бывшего тренера зла, она понимает, что иногда специалисты слишком бурно реагируют на уход своих подопечных, в которых вложили силы и время. После ухода из спорта Алиса смогла окончить школу и сейчас начинает тренерскую карьеру. Воспитанники могут поучиться у нее не только азам мастерства, но и тому, как важно всегда сохранять доверительные отношения с тренером.